заделов, так и зачетов. Да? После окончания нашего, если кто-то себе что-то будет записывать, наверное, это нам пригодится. Потому что запомнить будет сложно. Изумительный вариант, когда черные играют d6, d4, cd, и чтобы у нас конь был защищен, и никакая атака тут не проходит еще. Вот. Важно знать, что если здесь пойдут черные А5, то белые играют b3. Оказывается, я не сторонник ловушных систем. Я считаю, что это вот как бы умеренное хулиганство такое, то, что я показал. Вот. Так играть можно. С Каспаровым у вас много партий было? Ну, только тренировочных. У нас было много сборов, да. То есть я его тренировал такой способ, но так мы... Один раз я его проиграл, но так мы играли много очень тренировочных партий. А с Карповым? Нет, с Карповым не сейчас. С Карповым только в карты играл. Карты, да? Со Смысловым вы 2 раза играли. Да, совсем очень карты сыграл. Ну, Крамника я 3 раза выиграл. Но это было по юниорским годам, нам было 18 лет. У меня с ним плюс 3, больше не играть в карты. Какие годы? D3 уже сыграно. А дальше как? Правильно, молодец. Но сначала надо что сделать? Прежде чем вывести фигуры королевского фланга или ферзевого. Ну ты же мне уже рассказал. Ну, надо все-таки не можем сразу все вывести. Мы должны по очереди, правда? Ну вот смотри, например, такой корабль. Ты сначала десерт кушаешь или суп? Чтобы вы не попались, у вас лишнее качество. Ну, такое. Так это выиграно. Нет, к сожалению. Да? Она ничейная. А чей ход? Не важно, чей. Вот так? Давай сменим вот так. Давай такую. Король G4. Сейчас я расскажу. Давай такую. Давай такую. Давай такую. Такую. Подожди. Какую угодно. Ставь, давай, показывай. И все ничейные, да? Все, то есть 16 ничейных позиций. Когда конь привязывается с 2 сторон, это получается уже не 16, а уже 28, как минимум, позиций. Когда конь привязался к пету, нет, он должен напасть немножко. И ничего не выиграть, да? Надо знать такое. Надо знать прием привязывания. Надо точно знать, что такую позицию уже никак не выиграть. Это важнее, чем твои гамбиты, поверь. Потому что такого рода у тебя может встретиться в любой момент позиции. И ты не сможешь выиграть, несмотря на то, что у тебя лишний метр. Как же так? Ты должен не попасться в такой. Или если у тебя не будет качества, ты... 8 белых слонов тебе дадут. А 8 ферзей выиграет? 1 выиграет. Мы говорим про слово крепость. Я сюда похожу. Пап. Крепостей существует очень много. Все их знают. Вы не можете, но вы должны быть Я аккуратны. похожу так. Пап? Ничего? Мы пробовали, да? Атаковать с тыла, сзади. То есть атаковать спереди, атаковать сбоку. Что еще умеет делать? We don't need no education.
control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Can't have any pudding! How can you have any pudding if you don't hear me? Со стороны. Мы в какой стране живем? Ты знаешь? Мы в какой стране живем? Илья, ты знаешь, в какой стране мы живем? Не знаешь? Ну, знаешь? В России, правильно, да. А каких ты знаешь чемпионов мира по шахматам из России? Кого-нибудь знаешь? Ну, он, к сожалению, не был чемпионом мира. Он сильный гроссмейстер, он играл матч с Магнусом Карлсом, но чемпионом мира он не был. Он подался в его день рождения. Карпов, правильно. Кто еще какие знает чемпионов мира из России? Ну, из СССР, из России, вот так говорить, да, из бывшего СССР. Илья, ты кого-нибудь знаешь? Чемпионов мира? Никаких не знаешь? Морфи, наверное, не. Ну, Морфи, это был 19 век, он из Америки. Илья, ну что, ты никого не знаешь, кроме Корякина? И Карлсона. Ты, ну, знаешь? Вот, поэтому это один из таких современных методов разыгрывания позиции с изолированной пешкой. Ну, сама идея, говорю, она не новая, еще была знаменитая партия Спасский автономов, сыгранная там где-то в 1949 году, когда Борису Васильевичу Спасскому было всего лишь там, 13 лет.
В Ленинградском дворце пионеров, да, она известна, там во всех учебниках, тоже вот D4, D5, он там пешку пожертвовал, но потом почему-то как-то эта идея не получила какого-то развития. И только вот где-то уже на рубеже там, веков было несколько партий Крамника с Анандом, именно Крамник в некоторых своих партиях очень мощно вот, играл в D5 и показывал, значит, дальнейшие идеи за белых, да? И вот сейчас эта вот идея, связанная с D4, D5, ну, конечно, в зависимости от того, какая ситуация на доске, но вот эта идея очень интересная, очень актуальная, ну и, соответственно, это, будем говорить, как говорится, определенное новое слово в очень известной стратегической позиции, связанное с игрой за изолированную пешку в центре. Когда ты забил, Илья. Фигуры и мат. Ну, суть правильная, но не совсем точно, да? Не обязательно фигура. Это просто жертва материала, да? Ну, например, самый известный был дебют гамбитного типа, это так называемый королевский гамбит. Е4, Е5 и F4. Это видишь, мы что, вот это как называется? Что это такое? Нет, вот это, что это? Пешка, правильно? Фигура, это у нас вот фигура, правильно, да? Ладья, конь, слон, ферзь. Это фигура, правильно? А это пешка, да? Поэтому, когда вот мы жертвуем пешку, то это ведь не фигура, правильно, да? А это пешка. Поэтому жертва пешки, это тоже гамбит. Понимаешь, ли это? Пешка. Понимаешь, что это? То есть вот это жертва пешки, и это тоже гамбит. Причем это гамбит реальный, да, потому что если пешка на F4 отыграть будет не так просто, потому что там, ну как шаг грозит F3, да, я понимаю, например, на этот ход, там вот есть такой неприятный ход, там ферзь H4 шаг, и белым чуть ли не король. Для тех, кто не был, покажу смысл в том, что после FG ладья после G5 ловится и пешка ну не успевает белый, а G на B3. Если ладья H3, то B2, а если АП, то А3. Прошу. What you leave behind for me? All in all, it was just a brick in the wall. All in all, it was all just bricks in the wall. Lovely. All right, myself is down. We'll go on the monkey side. Well, that's it. That's it. I want to see you one again. Now, off you go. On the monkey side. Now, look, what have I told you about this? What have I told you? Go on now. Sling your root. Go on, sling your root.
Каменском, на Канечковом мосту. Там справа дворец творчества юных. И у нас есть спортшкола, и в этой спортшколе, между прочим, когда-то учился сам Борис Спасский. Кто такой Борис Спасский? Чемпион мира, правильно. Потом, кто еще у нас есть? Александр Халифман. Это уже было в наше время. Кто такой Александр Халифман? Тоже чемпион мира, только по версии ФИДЕ, да? Ну, кто еще у нас учился? Гата Камский, гроссмейстер, знаете такого? Нет? Ну, а из последнего, так сказать, самые сейчас сильные гроссмейстеры входят, между прочим, в олимпийскую команду, вот сейчас они входили, России, Матлаков Максим и Витюгов Никита. Они гроссмейстеры первой десятки мира, да? А может быть даже надо с этого и начать, да? А может быть даже надо с этого и начать. Нет, не могу. Ну, они, может быть, могут не получить прямо мат прямо сразу, но ферзь попадет сюда, побьет пешку, король будет атакован, побьет сюда, да? Вот. Значит, хорошо, но ведь никто этого слона брать не будет. Да?